Вітаю вас у своєму саду. Як і обіцяла, вирішила показати вам свої гортензії, крупнолистные гортензии. И тут начался дождь. Но думаю, нам это не помешает. Мы рассмотрим, какие сорта гортензий крупнолистных я себе приобрела в этом году и как они себя чувствуют спустя 2 месяца. Пережили и жару, и дожди. Сейчас пойдем смотреть, несмотря на такую погоду. Ну вот сюда утром их вынесла, дождь еще только собирался, думаю, пусть погуляют под дождиком у меня мои молоденькие крупнолистные гортензии. У меня 2 взрослых куста, ну взрослых относительно, по 3 года. Бесконечное лето и Red Baron, предположительно Red Baron, потому что там мне на словах сказали сорт без бирки. Я покупала в питомнике, так получилось. Ну, посмотрим, у кого есть так гортензия, вы мне подскажете. А сейчас я вам расскажу про те сорта, которые были куплены 2 месяца назад. Они все молодые, одревесневевших побегов ни у одной нету, маленькие. Поэтому судить я могу только о том, как они себя чувствуют за вот эти 2 месяца. Ну что, идемте, будем каждую рассматривать. Хочу сразу сказать, что это не обзор сорта. Я вам скажу свои впечатления, и вы посмотрите, как они выглядят сейчас на 3 августа 2024 года. Сколько красиво, как цветет. Спрашивали за кашпо, вот я их сюда в кашпо переставила. Я плела белое кашпо и береза, белая береза. Так вот, хочу сказать, хоть и было заявлено, что белый ротанг не портится, не темнеет, мне кажется, он немного пожелтел. Если буду плести, ну, буду плести я в этом году еще, наверное, буду брать белую березу. Ну, первая моя гортензия – это Marina Pink. Вот такая гортензия. Лист у нее средний, большой, округлый такой, видите, под дождиком она особо красива. Это коричневый край, это ожоги солнечные. Темно-малинового цвета. У нее цветы довольно большие. Есть немножко фертильных по центру, но вот тут они не так выражены. Вон там в серединке довольно быстро растущая, обильная. Свои побеги держит сама. Хороший сорт, нравится. Цветок темно-малиновый такой, но это он уже, эти соцветия уже готовятся отцветать. Немножко светлеет, а потом в зеленый будут уходить ее цветочки. Сорт Marina Pink понравился. Солнце легко выдержало. С легким притенением агроволокном. И все. Никаких других особых манипуляций для ее защиты я не делала. Я вам еще расскажу по уходу за гортензиями. Немножко за эти 2 месяца, что я с ними делала. И покажу, как обрезать соцветия после цветения. Ну, следующая гортензия. Это вот эта, которая мы меняли цвет. Это бесконечное лето мое.
про этот сорт гортензии я вам снимала отдельное видео. Вот эта маленькая деточка, это черенок от моего основного куста, который растет в моем саду уже более 3 лет. Я вам его покажу чуть позже. Дождь усилился, поэтому голос будет немножко за кадром. Именно ей я меняла цвет вот этой маленькой деточки. Полностью весь куст не стала большой. Менять один раз попробовала, но эта гортензия очень отзывчива и на удобрения, и на всякие стимуляторы. Вот такая она красивая была, когда расцветала. Зеленоватые оттенки у нее, розовый с зеленым. Это ремонтантный сорт, очень крепкая, устойчивая. Вот это вторая деточка, которой я сульфатом алюминия не голубила цветы. Обычный розовый, маленький. У меня такие черенки посажены и по участку, и в горшках. Хочу сразу сказать, что те, которые в открытый грунт я высадила, легче и проще перенесли и жару, и чувствуют себя намного лучше. Вообще все гортензии в открытом грунте лучше чувствуют. Но вот так она подголубилась. И то я ей не сильно долго сульфат алюминия давала, и цвет она поменяла. А вот сюда, на эту клумбу мы пришли. Мишель Дрюкер, барок, роза плетистая. И внизу, возле кипарисовика, растет вот этот большой куст. Так он выглядит на сегодня, на 3 августа. Полностью весь розовый. И вот-вот начнет уже в салатовый уходить, как у всех гортензий. Когда стареют соцветия, они становятся салатовые. Их можно обрезать, а можно оставлять. Довольно красиво. Как я сказала, это сорт ремонтантный, то есть он выпускает соцветия и на побегах этого года, и прошлого. Очень красивые, большие, шарообразные соцветия у него, просто рекомендую. Следующая крупнолистная гортензия, которая растет у меня в горшке, это Сибила Мася. Второе ее название, историю сорта я не изучала, не знаю, почему такое двойное название, но хочу сказать сразу, у нее такой красивый, шикарный куст. Вот так она обещала мне цвести, пока цветов я не дождалась. Это ответ, кстати, на вопрос. У меня не цветет крупнолистная гортензия. У меня вот тоже не цветет, нарастает. Но вы посмотрите, какие мощные у нее побеги. И как она себя стойко сама держит, без всяких опор, подвязок. Лист очень крупный, жесткий такой, немножко сложен и лодочкой выгнут. Прямо мощь гортензии видна. И видно, что она будет очень красивым кустом. Эта гортензия должна быть до метра, 1,20 м. В таких ярко-малиново-красных оттенках. Следующая гортензия, неоднозначное к ней отношение, это гортензия букет роз. У нее тонкие ветви по сравнению с другими. Чем-то она мне напоминает древовидную, такой тоненький побег, разваливается. Цвет соцветия вот такой жемчужно-розовый, держится очень долго, потом светлеет и появляется, смотрите, какая красивая салатовая середина. Мне кажется, даже вот с серединой салатовой она более привлекательно смотрится. Ну, а чем же она мне не очень понравилась? Тем, что она постоянно хлорозит. Я ее уже раза 4 обрабатывала. Ну, я все обрабатываю, но она как-то особо отличается привередливостью. Вот я и хотела сказать немножко по уходу на фоне нее.
Крупнолистные гортензии больше, чем метельчатые древовидные, требуют хелата железа и ухода, особенно те, которые растут в контейнерах. И это несмотря на то, что полностью в кислом грунте они у меня посажены, кислый торф и немножко садовой земли. Вот такой букет роз у меня. Ну, думаю, договоримся. Следующая гортензия. Это опять же Марина Пинк. У меня два кустика, их даже правильно будет название Марине Пинк. Очень большой цветок по сравнению, вот сейчас я переведу камеру на букет роз, то по сравнению с ним видно, что у Марины Пинк сантиметра, наверное, 2 сам цветок. И такой прямо плотненький, хороший, красивый. Марине Пинк понравилось. Следующая гортензия Early Pink. Она имеет цветок чуть меньше, чем у Марине. Вот видно цветок Марине, а вот цветок Early Pink. Лист меньше и куст меньше, до 80 сантиметров. Эти соцветия у меня уже доживают, скажем так, но жару перенесли легко. Было легкое притенение агроволокном. Больше никуда я их не убирала, ничего не делала. Есть, к сожалению, две гортензии, которые я думала, распрощаюсь с ними. Покажу в конце видео. Гортензии красивые, хорошие, но у меня совершенно не получилось выращивать их в контейнерах. Поэтому я там кое-что сделала. Следующий сорт гортензии ремонтантный. You and me together. И у нее красивые махровые цветы. Вот такие, как я показала. Но у меня она пока не цветет. Надеюсь, все-таки увижу соцветие. Но заглядывала туда в розетку, пока ничего нет. Плотный, красивый лист, мощные побеги. Ну вот она пока у меня нарастает. Честно говоря, такие вот мощные гортензии, но она по высоте где-то 1,20 м, шарообразный. Такой хороший куст будет. Мощные по листу. Такой красивый лист, его на ощупь даже трогаешь. Он такой край зубчиками. Так, ну это деточка бесконечного лета у меня в горшке. И следующий сорт Silky Pink. Да, и эта гортензия у меня тоже пока не цветет. Гортензия Silky Pink имеет нежно-розовый цвет, удлиненный цветок. Удлиненный такой, не такой темно-зеленый, немножко с салатовым лист. Красивый. И на ее примере я вам сейчас покажу после цветения, как обрезать надо. Вот видите побег. В этом месте неправильно обрезано соцветие было, обломано оно даже было, начало цвести и обломалось. Соцветие убирается и следующие два листика. А ниже, где такие почечки, вот они уже в рост пошли, над ними именно сантиметр, 2 сантиметра оставляйте и обрезайте. И нарастают боковые вот такие побеги. И куст становится пышнее. Отзывчиво на удобрение. Надо единственное, как все крупнолистные гортензии, которые в горшках, не перелить. Не переусердствовать в спасении от жары. Ну и в то же время не пересушить. Основной признак и в том случае это опускаются и листья, и побеги. И то есть непонятно. Ну, понятно, что что-то не так. Как определить, что с гортензией не так? Переверните горшок, если ком земли сильно увлажнен, что ж течет. Понятно, что это вы перелили. Что делать, расскажу позже.
Ну, а это деточка гортензии Red Baron. То есть я купила, как я сказала, не очень уверена в правильности сорта. У кого есть, подскажите мне. По краям зубчатые листики у нее немного краснеют. Но это, в принципе, отличительный, вот видите, отличительный признак этого сорта Red Baron. Цветет она у меня не очень пышно, но она у меня в мае сильно вымерзла, когда заморозки были. У нас этот год вообще отличился по всем статьям. Цветок ярко-ярко розовый, даже к красному, Red Baron. Но у меня она уже отцветает. Я ждала поснимать все одновременно, но одновременно же все не цветут. Как-то я об этом не подумала. Она была более такого яркого, ярко-малинового цвета. Хороший зеленый лист у нее будет в высоту метр, метр двадцать. Растет у меня тут в месте очень тенистом, в открытом грунте. Иногда я, честно говоря, забывала ее поливать. Хотя тут капельная трубка, но гортензии крупнолистные надо поливать особенно часто. В открытом грунте все гортензии у меня отлично пережили и заморозки весенние, и жару летнюю. Так что имейте это в виду. В контейнере намного проблематичнее определить причину и реанимировать растения. Так, ну и следующие гортензии. Сейчас две покажу. Фабола Блю. Я вам его показывала, когда цвет мы начинали менять. Вот такая она в начале была. Небольшой у нее лист, темно-темно. Такой зеленый. Вот так она выглядела где-то недели 3 назад. Но, к сожалению, в самую жару я особо тщательно ее поливала, проливала, что переувлажнило корни ей. Как я это определила? Повисли и листья, и соцветия. Как я говорю, перевернула ком земли, а с него аж бежала вода. В данном случае что нам делать? Если мы его просто оставим досыхать, ничего не делать, гортензия погибнет. Я срезала соцветия, ну не все, там по пару цветочков оставила. И вот сюда к Миранде в ноги, в самую тень, вон туда пересадила под капельную трубку. Уже вон некоторые соцветия засохли, но сейчас ей на 5 хорошо. И первые 2 недели она была закрыта, плотно закрыта пластиковым контейнером. Я вам рассказывала, как я реанимировала гортензии свои. И Speedy Red Purple, кстати, сорт тоже отличный. У нее тоже небольшой такой листик. Отлично она цвела. И аналогично я ее решила пересадить, потому что стали, смотрю, вянут соцветия. Думаю, ну это 2-я серия у меня. Пересадила ее в открытый грунт. Я вам рассказывала, как реанимировала. Можно или пакетом закрыть. Мне там еще комментарий негативный один был, что так делать нельзя. Можно. Я черенкую гортензии сама, и поэтому уверена, что и знаю, что так делать можно. Мы создаем им тепличные условия. Единственное, надо периодически открывать, проветривать, чтобы гортензия, пока у нее заработала корневая система, и пока они восстанавливаются, питание пошло через листья. То есть пластиковый контейнер прозрачный, тенек и полив. И периодически увеличиваем время открывания, когда она просто на воздухе, на обычном. Если сильно жарко, это делаем 1 раз в день, поздно вечером. Если такие дождливые, прохладные дни, то можно больше. И постепенно, как и с черенками, постепенно открываем, и они, корни у них заработают, и они пойдут в рост. У меня сейчас эти гортензии нарастают, живут своей жизнью.
Единственное, вот соцветия у них обрезаны, потому что эти два сорта, Fabula Blue и Speedy Red Purple, цветут только один раз. Ну, вот такие мои гортензии. По сортам я вам показала, по цвету, по форме куста. В принципе, мне нравятся пока все. Еще я не решилась покупать из Нидерландов какие-то большие кусты, голубые, розовые. Еще подожду или сделаю это даже весной. Задавайте вопросы, ну, вопросы общего плана на какие-то частные там про цветы, про листья, фотографии вы мне собираетесь слать, частные консультации я не даю. Я, в общем, рассказываю про уход. Частные консультации – это очень ответственно. Растения в каждом саду получают свою агротехнику, и судить об этом очень сложно, особенно удаленно. Всего хорошего. До встречи в следующем видео.